Привет, друзья! Если вы хоть один раз сделаете тесто для пирожков по этому рецепту, об остальных рецептах вы просто забудете. Тесто просто шедевральное. А какая вкусная будет у нас сегодня начинка. По этому рецепту даже просто ужин делаю для своей семьи. И быстро, и вкусно, и сытно. Итак, начнем. Выливаем в чашу теплую кипяченую воду. Добавляем соль, немного сахара и размешиваем. Теперь высыпаем сюда третью часть всего объема просеянной муки и замешиваем тесто. Тесто должно получиться как на оладьи. И вот теперь постепенно вливаем в чашу стакан крутого кипятка. Тесто при этом постоянно размешиваем, чтобы не образовались комочки. На данном этапе тесто заваривается и получается довольно-таки жидкое. Высыпаем сюда столовую ложку сухих дрожжей. Если у вас дрожжи свежие, то берите их в 3 раза больше по весу. Размешиваем и даем этой опаре постоять минут 10, чтобы дрожжи активировались. Дрожжи хорошо распушились и можно продолжать делать тесто. Добавляем в тесто растительное масло. Теперь высыпаем сюда оставшуюся муку и замешиваем тесто прямо в чаше. Я вымешивала тесто лопаткой около 5 минут. Тесто получается липнущее к рукам и не забитое мукой. Накрываем чашу с тестом крышкой или пищевой пленкой и убираем подходить в холодильник. Тесто, подошедшее холодным способом, в разы лучше, чем теплым. Но если у вас абсолютно нет времени, оставьте тесто на столе, оно подойдет буквально за полчаса. Ну и пока тесто подходит, делаем начинку. Первым делом ставим вариться картофель. Пока картофель варится, обжариваем мелко нарезанный лук и морковь, тертую на крупной терке, на небольшом количестве растительного масла. Одновременно измельчаем уже готовые вареные грибы в блендере. У меня это вареные, а затем замороженные на зиму опята. Если у вас свежие грибы, шампиньоны или вешенки, их необходимо просто мелко нарезать. Когда лук и морковь будут готовы, выкладываем к ним измельченные грибы. Обжариваем все с грибами до выпаривания лишней жидкости. За это время картофель как раз успевает свариться. Сливаем с него отвар. Мнем картофель толкушкой, чтобы получилась однородная масса. Теперь выкладываем сюда зажарку из лука, моркови и грибов. Как следует перемешиваем, солим, перчим по вкусу. Если пюре получается густым, можно добавить немного картофельного отвара. И вот такая вкусная начинка у нас получилась. Кстати, ее можно подавать на ужин как самостоятельное блюдо. Мое тесто подходило в холодильнике где-то 2,5-3 часа. И посмотрите, как оно хорошо поднялось. Обминаем его и оставляем при комнатной температуре минут на 10-15. Теперь выкладываем тесто на рабочую поверхность, еще раз обминаем его, делим на порционные кусочки, ну и лепим из них пирожки. Размер пирожков на ваше усмотрение. Тесто у меня получается очень мягкое и нежное, поэтому скалкой я не пользуюсь, просто растаптываю тесто руками. Жарим пирожки на достаточном количестве хорошо разогретого растительного масла с обеих сторон до румяной корочки. И посмотрите, как шикарно поднимается тесто на сковороде и какое оно нежное и вкусное. Надеюсь, что вам понравился рецепт приготовления теста и начинки для пирожков. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!